Ребят, всем привет! В этом мастер-классе мы научимся вязать вот такой офигенный воротничок крючком. Вдохновилась я на просторах интернета и подумала, что мне срочно необходим этот аксессуар в гардеробе. Он офигенно смотрится как с платьями, так и под футболку и кеды. Если вы тоже хотите такой воротничок, то погнали, я все покажу. Ах да, если вы впервые на моем канале, то рада приветствовать вас в своей студии Momo Snail. Тут я вяжу не только крючком, но и спицами. Итак, инструменты и пряжа. Сегодня в мастер-классе я буду вязать из своих запасов. Это у меня остатки пряжи. Это лен. Это вот такая тоненькая ниточка. Он прекрасно держит форму воротничка. И это действительно можно вязать из остатков пряжи, потому что нам понадобится провязать всего лишь 5 рядов. Далее нам понадобится крючок под вашу пряжу. Я сегодня буду вязать крючком 3 мм. Также нам понадобится какая-нибудь красивая пуговица для того, чтобы мы сделали застежку. Ну и, конечно же, нам понадобятся ножницы и иголка. Итак, начинаем вязание. Первым делом нам необходимо набрать цепь. Количество петель должно быть кратно 4, плюс добавим 1 петлю. Длину в сантиметрах, пожалуйста, регулируйте самостоятельно. Для ребенка, в зависимости от возраста, набираем цепь длиной от 35 см до 39 см. Я вяжу на взрослого человека, конкретно у меня длина цепи будет составлять 42 см. И из своей пряжи я сейчас буду набирать 92 петли, это количество кратно 4, плюс я добавлю 1 петлю, итого у меня всего получится 93 петли. Перед тем, как набирать петли, я рекомендую оставить небольшой кончик нити. С помощью его мы будем пришивать пуговицу. Итак, цепь я набрала, у меня получилось 93 петли. Для удобства на вот эту вот последнюю 83-ю петлю я прикреплю маркер. И теперь нам необходимо еще набрать некоторое количество петель для того, чтобы сделать петлю для пуговицы. Моя пуговица составляет в диаметре 2 см, и для нее я наберу 9 петель. Вы же количество петель, пожалуйста, отрегулируйте самостоятельно. Вы можете, конечно же, себя проверить, пролезет ли в вашу петлю пуговица. И если необходимо, добавить петли или убавить. Теперь вот сюда, где у нас находится маркер, сюда я провяжу столбик без накида. Это у нас как раз 93-я петля с конца. И провязываю сюда обычный столбик без накида. И вот мы с вами сформировали петлю для пуговицы и начали вязать первый ряд. И на этот столбик я сейчас прикреплю маркер, это будет означать начало ряда. И теперь до конца цепи мы должны провязать обычные столбики без накида. Итак, я завершила первый ряд, и у меня получилось 93 столбика без накида. Переходим к вязанию второго ряда. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И теперь, пожалуйста, пугаться не нужно. Вы сейчас на экране видите схему. Она нужна только лишь для того, чтобы вы, возможно, не запутались в петлях. Крестики на схеме обозначают вот этот первый ряд. Обратите внимание, что узор у нас будет через каждую петлю. То есть мы провяжем 2 столбика с накидом в 1 петлю, и между ними у нас будет 1 воздушная петля. Затем мы пропустим 1 петлю и в следующую провяжем 1 столбик с накидом. И так мы с вами и будем чередовать узор.
Теперь обратите внимание, куда мы будем провязывать первый столбик с накидом. Первые 2 петли от крючка – это наши 2 воздушные петли подъема. Затем 3-ю петлю и 4-ю петлю мы пропускаем. И вот в эту 5-ю мы сейчас с вами и будем провязывать столбик. Делаем накид, вставляем крючок сразу под 2 полупетли. И провязали первый столбик с накидом. Теперь делаем одну воздушную петлю. Следующий столбик с накидом будем провязывать сюда же. Накид. И провязываем столбик с накидом. Теперь, как мы видим по схеме, вот эту петлю мы пропускаем и в следующую провязываем один столбик с накидом. И теперь мы продолжаем чередовать вот этих 2 узора. То есть через петлю мы дальше будем провязывать удвоение, затем через петлю один столбик с накидом. Далее снова удвоение, один столбик с накидом. Вот таким образом. И так до конца ряда. Одну петлю пропускаем, сюда провязываем. Не забываем делать одну воздушную петлю между этими 2 столбиками, которые провязываются в одну петлю. Снова петлю пропустили и в следующую провязываем один столбик с накидом. До конца ряда вяжем самостоятельно. Итак, заканчиваем вместе с вами второй ряд. Если вы чередовали двойные столбики с накидом и одинарные верно, то завершите вы точно так же, как и я. И вот сюда я сейчас, где у нас маркер, провяжу последний столбик с накидом в этом ряду. И вот мы с вами завершили второй ряд. Переходим к вязанию третьего ряда. В третьем ряду делаем одну петлю подъема. Разворачиваем вязание. Может быть, по схеме вы уже понимаете, как мы сейчас будем провязывать, может быть, нет, поэтому следите, пожалуйста, за руками. Сейчас на экране вы видите схему третьего ряда. Обратите внимание, что теперь между вот этих вот удвоений мы с вами будем провязывать 4 столбика с накидом. 2 столбика, затем 1 воздушная петля и снова 2 столбика с накидом. Там, где у нас были одинарные вот эти вот столбики с накидом, мы с вами будем провязывать полустолбик с накидом. Делаем накид. Теперь вяжем вот сюда 2 столбика с накидом. Один. И 2. Делаем одну воздушную петлю. И снова сюда же провязываем еще 2 столбика с накидом. И теперь вот над вот этим одинарным столбиком мы с вами провяжем полустолбик с накидом. Делаем накид, вставляем крючок вот сюда под 2 полупетли. Захватываем рабочую нить, 3 петли на крючке. Теперь снова захватываем рабочую нить и вытягиваем эту нитку через 3 петли с крючка. Так мы с вами провязали полустолбик с накидом. И вот у нас получилась вот такая арка. Далее этот узор мы повторяем. Видим удвоение. И сюда мы с вами точно так же провязываем 4 столбика с накидом, разделенных одной воздушной петлей.
Провязали. Далее над одинарным вот этим столбиком мы провязываем полустолбик с накидом. Вот такие арки у нас получаются. Далее повторяем этот узор до конца ряда. Встретимся с вами вот здесь. Заканчиваем вместе третий ряд. Теперь вот внимательно. Не в эту петлю, а вот в эту, в следующую мы с вами будем провязывать полустолбик с накидом. Делаем накид, вставляем крючок за одну полупетлю. Вот таким образом. И завершили третий ряд. Вот так сейчас у нас выглядит наш воротничок. Переходим к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд у нас точно такой же, как и третий ряд. Делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. И теперь точно так же мы провязываем с вами 4 столбика с накидом, разделенных одной воздушной петлей, но провязываем мы между вот этими вот 4 столбиками. Одна воздушная петля и снова сюда же 2 столбика с накидом. И теперь вот, пожалуйста, очень внимательно. Мы точно так же с вами будем провязывать полустолбик с накидом. Вот здесь. Вот у нас со второго ряда шел столбик, потом над ним полустолбик с накидом. И вот прямо над ним же мы продолжаем провязывать полустолбик с накидом. Вот сюда. Не на вот эти две, а вот сюда. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. Встретимся в конце. Вместе заканчиваем четвертый ряд. Точно так же находим нашу вот эту петлю. Вот у нас идет один столбик, второй столбик, и вот тут вот у нас следующая петля. И сюда мы и провяжем полустолбик с накидом. И вот мы с вами завершили четвертый ряд. Переходим к последнему, пятому ряду. Для этого точно так же делаем одну петлю подъема. И разворачиваем вязание. Обратите, пожалуйста, внимание на схему. У нас в пятом ряду есть некоторые различия. Теперь вот сюда, между вот этих вот двух столбиков с накидом, мы с вами будем провязывать 5 столбиков с накидом и не будем разделять их воздушной петлей. А вот здесь, где мы с вами провязывали полустолбик с накидом, теперь мы сюда будем провязывать обычный столбик без накида. Вот этот плюсик, это значит столбик без накида. Делаем накид и провязываем вот сюда 5 столбиков с накидом. Один, 2, 3, 4 и 5. И теперь вот сюда мы с вами провяжем столбик без накида. Вставляем крючок под 2 полупетли, как обычно. И повторяем узор. Сюда провязываем 5 столбиков с накидом. Сюда провязываем столбик без накида. И
Итак, с вами продолжаем вязать до конца ряда. Встретимся в конце ряда. Заканчиваем вместе 5-й ряд. Я провязала 5 столбиков без накида вот в эту арку. И теперь нам нужно сделать соединительный столбик в самом конце. Точно так же находим 3-ю петлю, вот 1, 2 и вот сюда 3-я. Вставляем сюда крючок, подхватываем рабочую нить и сразу же ее выводим через петлю с крючка. Теперь отрезаем нитку и вытягиваем нитку через петлю. И мы уже с вами на финишной прямой. Нам осталось спрятать кончик, вот этот, с помощью трикотажной иглы в вязание. А с помощью вот этого кончика нити мы с вами пришьем вот сюда пуговицу. Итак, кончики ниток спрятали, пуговицу пришили. Я вас поздравляю, теперь вы умеете вязать вот такой чудесный винтажный воротничок крючком. Ну что, я вас поздравляю с окончанием вязания воротничка. И, ребят, если мастер-класс вам понравился, то, пожалуйста, поставьте под этим видео лайк. Помогите мне показываться и другим людям тоже. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Шура. Пока-пока!